Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Наверное, нет ни одной хозяйки, которая хотя бы раз в жизни не готовила торт-медовик. И у каждой свой рецепт. Мягкий, нежный, с приятным медовым ароматом и кисло-сладким кремом. В нашей семье наравне с Наполеоном он занимает одно из главных мест среди десертов. Если вам интересна эта тема, на канале есть отдельные плейлисты «Торты» и «Десерты», где вы найдете много интересных рецептов. Ссылочки на них оставлю в описании под видео. А сегодня покажу, как я готовлю торт-медовик по нашему семейному рецепту. Тем более вы давно просите меня снять такое видео. Для начала приготовим тесто для медовых коржей. В небольшую кастрюлю отправляем 100 граммов сливочного масла или маргарина, всыпаем 2 чайные ложки соды, 200 граммов сахара, разбиваем 3 яйца и добавляем 3 столовые ложки жидкого меда. На среднем огне или чуть ниже среднего, постоянно помешивая, доводим смесь до момента, пока масло растает и сахар полностью растворится. К этому времени масса начнет светлеть, пениться и увеличиваться в объеме в 2-3 раза. Так при нагревании сода вступает в реакцию с медом. Несмотря на то, что он сладкий, мед имеет кислую среду. Снимаем кастрюлю с плиты и сразу же всыпаем 600 граммов заранее просеянной муки. Замешиваем тесто. Поскольку мука везде разная, вам может понадобиться ее чуть больше или чуть меньше. Я немного оставила, но при необходимости добавлю. Пока тесто горячее, оно довольно липкое. Как только его станет трудно мешать лопаткой, перекладываем на стол, собираем со стенок кастрюли все крошки и с помощью скребка объединяем в общую массу. Подпыляем стол мукой, раскатываем жгут и в зависимости от желаемого диаметра торта делим его на 8-10 частей. Как правило, я выпекаю коржи диаметром 24 сантиметра и для этого делю на 9 частей. Каждый кусочек скатываем в шар, складываем на тарелку, накрываем пленкой или убираем в пакет и выносим на холод, пока тесто остынет и станет более плотным. На это уходит примерно час. Через час достаем по одному шарику теста и раскатываем сразу на бумаге или коврике для выпечки. Присыпаем сам коврик и тесто мукой и раскатываем тонкую лепешку нужного вам диаметра. Я вырезаю коржи с помощью кулинарного кольца диаметром 24 сантиметра. Также в качестве лекала можно использовать тарелку или крышку от кастрюли подходящего размера. Перекладываем коврик на противень, который для удобства лучше перевернуть, и отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаем коржи при температуре 180 градусов на режиме конвекция в течение 7-8 минут. Следом раскатываем второй корж, третий и так далее. Коржи выпекаются и раскатываются настолько быстро, что приходится задействовать даже решетку. Один отправляем в духовку, а готовый уже достаем. В общем, конвейер. Обрезки складываем в отдельную миску, они будут нужны для посыпки торта, а коржи аккуратно переносим на ровную поверхность. Пока тесто горячее, оно еще мягкое. Как только остынет, станет хрупким. Старайтесь раскатывать тесто с таким расчетом, чтобы как можно меньше оставалось обрезков. Если их будет недостаточно, для посыпки всегда можно добавить обжаренные орехи. А если и орехов нет, можно измельчить один из коржей или истолочь в крошку обычное печенье. Таким образом выпекаем все коржи. Задействуя 2 противня и решетку, я потратила на выпечку 9 коржей 35 минут. Медовые коржи получаются все ровненькие, одного размера и в диаметре остаются такими же, как мы их вырезали.
Кроме этого, у нас осталась целая миска хрустящих обрезков, но они такие вкусные, что чувствую, до посыпки не все доживут. Коржи готовы, и сейчас займемся кремом. Для медовика я больше всего предпочитаю сметанный или сливочно-сметанный крем. Вот его мы сегодня и приготовим. Нам понадобится 200 граммов сахарной пудры, пол-литра жирных сливок, ванилин или ванильный сахар и сметана жирностью от 15 до 25%. Специально хочу показать вам, как приготовить сметанный крем, если в продаже жидкая сметана или такая, что чуть постояла и отскакивает сывороткой. В таком случае ее надо отвесить. Что это значит? Накануне с вечера перекладываем 400-500 граммов сметаны на сито, застеленное 3-4 слоями марли, или, как я, в нейлоновый мешочек. Завязываем и подвешиваем, или убираем в холодильник для стекания сыворотки. Таким образом, мы загущаем сметану без использования специальных ингредиентов, и она становится густой, как сыр маскарпоне. Отправляем отвешенную сметану в чашу миксера. Туда же добавляем 500 граммов жирных сливок, ванилин и сахарную пудру. Сначала на малых оборотах, а затем, постепенно увеличивая скорость, взбиваем до состояния крема. Такой крем готовится очень быстро, буквально за 2-3 минуты. Воздушный, нежный, кисло-сладкий с ванильным ароматом – это, пожалуй, лучший крем для медовика. Украшения из него не получатся, но зато это идеальный крем для прослойки тортов, чем мы сейчас и займемся. Смазывая медовые коржи, крема не жалейте. Они очень сильно его впитывают и становятся потом мягкими и нежными, как пух. Именно поэтому торт-медовик лучше готовить накануне, чтобы он успел хорошо пропитаться. Выкладываем последний корж. Сначала выравниваем кремом бока, заполняя все пустоты. А затем остатками крема равняем верх. Пока будем готовить крошку для торта, отправляем его в холодильник. Для посыпки необходимо измельчить обрезки теста, от которых, как я и предполагала, мало что осталось. Отправляем их в чашу блендера. Туда же высыпаем стакан обжаренных на сухой сковороде и очищенных от кожицы орехов и все измельчаем в крошку. Напомню, что если у вас совсем нечем будет посыпать торт, используйте измельченное печенье. Высыпаем крошку в любую плоскую емкость. Достаем торт из холодильника и посыпаем его. Сначала бока, а потом вверх. Если хотите, украсьте торт по своему желанию. Я оставлю классический вариант. Пока торт не успел пропитаться, перекладываем его на блюдо, на котором будем подавать, накрываем объемной крышкой или кастрюлей большего диаметра и убираем в холодильник на ночь для пропитки. Готовый торт-медовик получается очень мягким, нежным, сладким, с приятной кислинкой и бесподобным ароматом меда. Нарезается торт легко, как масло. Изумительный тортик. Этот медовик можно есть сразу из холодильника, но он будет еще вкуснее, если немного постоит при комнатной температуре. Готовьте с удовольствием. Очень надеюсь, что вам понравится. Друзья, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы, и если вам понравился этот рецепт, не забывайте оценить мой труд. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. Напомню, что на канале есть такие плейлисты, как торты и десерты. Обязательно посмотрите. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина и канал Коллекция рецептов.